Brother, oh baby, educational content, you know. Привет всем, меня зовут Малика. То, что вы кликнули на это видео, дает вам огромный чит-код, огромный шорткат, которого не было даже в игре Sims. И, наверное, в Sims они и не сдавали этот экзамен. Сегодня поделюсь пошаговым планом, как бы я готовилась к этому экзамену в 2025 году, чтобы набрать заветный балл 7.0, а также поделюсь лучшими ресурсами для подготовки. Все они в телеграм-канале, ссылка на который стоит в описании к видео. Поэтому погнали! И да, опережая все ваши вопросы, хочу сказать, что результаты с обложки этого видео это мои собственные. Впервые я сдавала IELTS в 2021 году, тогда я даже не планировала его сдавать и получила балл 7.5. А во второй раз, 2 года спустя, на данный момент у меня уже были проекты на английском языке, также я была English tutor, и в это время я сдала IELTS и набрала общий балл 8.0. Вещь, которой я горжусь больше вот за вторую сдачу, наверное, то, что я смогла поднять секцию reading с 7 баллов до 9. Важным фактором является то, что до начала подготовки к этому экзамену желательно, чтобы ваш уровень английского языка был в районе B1, B2, что соответствует уровням Intermediate и Upper Intermediate. Итак, предположим, что я студент, который хочет сдать экзамен IELTS. У меня уровень Intermediate и есть 6 месяцев на подготовке к данному экзамену. Первая вещь, такая, так скажем, клише-вещь от меня, которую я говорю всем своим ученикам и друзьям, это то, что 50% успеха на экзамене IELTS зависит от знания структуры экзамена. Потому что, знаете, есть даже кейсы, где люди с очень хорошим уровнем языка, даже носители старались сдать этот экзамен IELTS, но они не смогли получить хороший балл, потому что это стандартизированный экзамен, и знание структуры — это уже половина успеха. Первый месяц я бы посвятила знакомству со структурой экзамена IELTS. Сейчас существует большое количество книг, либо же видеоресурсов. Здесь я представила пример некоторых книг, где вы можете почитать про структуру экзамена, которые вы можете найти в телеграм-канале. В целом, каким бы ресурсом вы бы ни пользовались, главное, проверяйте его на достоверность. А вот базовую информацию по поводу экзамена вы можете получить на официальных сайтах, таких как IELTS.org, либо же BritishCouncil.org. Дальше я бы прошла полный тест, как Real Exam Simulation, с таймером, со всеми условиями, чтобы определить, какие части экзамена даются мне легче, а какие части экзамена даются сложнее. Также первый месяц важен тем, что здесь я бы определила ресурсы для вокабуляра и грамматики именно по тематикам, которые даются мне сложнее всего, а также те, которые часто встречаются на экзамене IELTS. Книги, которые я рекомендую: Check Your Vocabulary for IELTS для вокабуляра, потому что там все эти слова классно поделены на топики. Также рекомендую книгу English Grammar and News по грамматике. Как дополнительную активность я бы еще добавила прослушивание подкастов, либо же TED Talks'ов, там 15-30 минут в день, чтение небольших статей на таких сайтах, как, например, BBC или же National Geographic. Кстати, знали ли вы, что можно изучать английский язык по манхве или же манге? Я сама пользовалась таким методом. Что вам нужно сделать для этого? Это скачать приложение Webtoon, именно версию на английском языке, потому что также есть версия на корейском. Вы там регистрируетесь, и все. Я сама прочла мангу True Beauty. Я помню, я прочла очень много глав. А также на первых этапах подготовки к данному экзамену очень важно фиксировать и заучивать новые слова, которые вы видите в тексте, либо же в листнингах. Для этого вам поможет приложение Quizlet, где вы можете создавать свои карточки и повторять их в течение дня. Итак, цель на первый месяц — сдать пробный IELTS, а также определить ресурсы для подготовки. Так, вот мы уже на втором месяце. Второй месяц я бы посвятила углубленному изучению структур секций Listening и Reading. Почему? Потому что, вот, кстати, второе крылатое выражение от меня, которое я часто говорю на своих курсах. Из всех 4 скиллов этого экзамена Reading и Listening — это те, которые мы можем прокачать самостоятельно, путем практики. Незаменимые тесты для подготовки к экзамену IELTS, как многие уже знают, являются сборники от Cambridge. И недавно я нашла один сайт, который называется Ignovate.com. Чем хороший этот сайт? Это то, что он содержит в себе все практис-тесты, которые встречаются в сборниках Cambridge, но он поделил их по разным типам вопросов. Таким образом, вы можете отрабатывать свои знания точечно. В каждой секции имеются свои типы вопросов, а также стратегии, которые позволяют нам отвечать на них быстро и тем самым экономить время. Данные стратегии хорошо расписаны в книгах Mindset. Также после изучения этих стратегий очень хорошо будет их сразу же закреплять. Сайт, которым я делюсь от души, отрывая от сердца, это сайт readtheory.org. Он хорош тем, что он содержит все типы вопросов, которые встречаются в IELTS, но также эти вопросы, они подстраиваются под ваш уровень. Ну, это просто сказка.
Цель за второй месяц — это сделать 5 полных пробников по reading и 5 полных пробников по listening. На третьем месяце я бы сфокусировалась бы полностью на секции письма. И к продолжению к моей цитате хочу сказать, что из всех 4 скиллов IELTS speaking и writing — это именно те, которые требуют тщательного фидбэка и тщательной подготовки. Почему? Потому что в этих секциях наш мозг преобразует информацию и создает дословно новый контент. Поэтому совершить ошибку на данном моменте — это как заложить кривой фундамент для будущего дома. Так что здесь первым делом я бы, опять же, изучила бы структуру данной части и обязательно посмотрела бы примеры работ. Следующее, я выбрала бы ресурсы, к примеру, книги, либо же обучающие курсы по данному направлению. И также очень-очень важно, найдите, пожалуйста, репетитора или же человека, который сможет вам дать качественную обратную связь по вашему письму, по вашему эссе. И, кстати, можете обратиться ко мне. Итак, целью на третий месяц можно поставить написать как минимум 10 эссе для первой части и как минимум 5 эссе для второй части рейтинга. Итак, вот мы уже на 4-м месяце, и угадайте, какой мы скилл будем практиковать на этот раз, конечно же, speaking. И здесь важно то, что для начала, как обычно, мы должны ознакомиться со структурой данной части, с типами вопросов, а следующем я бы обязательно посмотрела бы много интервью успешных и неуспешных по этой секции на таких YouTube-каналах, как, например, IELTS Advantage или же Fast Track IELTS. Следующим пунктом будет найти себе хорошее комьюнити для практики языка, потому что если вы не будете говорить на языке, то вы не заговорите на этом языке, как бы сложно бы это ни звучало бы. Поэтому самый простой способ — это найти себе study buddy. Study buddy — это такой же человек, у которого такая же цель, как у вас, и вы вместе можете практиковать speaking именно к IELTS. Кстати, можете найти study buddy прямо под этим видео. В комментариях напишите свой уровень языка, а также оставьте ник в Instagram или Telegram, чтобы с вами смогли связаться. Также, насколько я знаю, в многих городах Казахстана есть американские уголки, которые проводят еженедельные спикинг-клабы офлайн на бесплатной основе. Я сама когда-то участвовала в больших количествах этих спикинг-клабов, поэтому я их советую от всей души. Также я сама провожу спикинг и ридинг-клабы, потому что считаю данные клабы прям самой лучшей вещью, которая может существовать. Можете подписаться на инстаграм-страницу August Languages, это мой небольшой языковой проект, и там я буду анонсировать ближайший набор на спикинг и ридинг-клабы. Целью на 4-й месяц можно поставить пройтись по 20 темам speaking, готовить и проговорить идеальные ответы для всех частей. 5-й месяц, и вот мы уже подошли к сборке всех частей экзамена, а именно нашим фокусом на этот месяц будет натренировать себя на понимание и восприятие всего экзамена целиком. Для этого я бы сфокусировалась бы на тайм-менеджменте, а также на определении пробелов. А дальше я бы тренировалась по официальным сборникам Кембридж, которых на данный момент уже 19 штук. И целью на этот 5-й месяц я бы поставила бы набрать 6,5 по пробнику IELTS как можно больше раз. Финишная прямая, и вот мы уже на 6-м месяце нашей подготовки. Здесь я бы фокусировалась бы больше на своем эмоциональном состоянии, потому что перед экзаменом многие люди испытывают тревожность, апатию. И, например, в свое время для меня помогло то, что я делала очень много практис-тестов каждый день, например, по 2-3 штуки, и поэтому, когда я пошла на настоящий экзамен IELTS, он для меня показался очередным практис-тестом. Также на этом этапе я бы обратила внимание бы на те самые knowledge gaps, на вот эти вот пробелы, которые могут возникнуть. Конечно, есть такое слово, что перед смертью не надышишься, но я бы постаралась бы и сделала бы все, что в моих силах, при этом сохраняя свое ментальное здоровье. You know what I mean. И целью этого месяца я бы поставила бы набрать как можно больше баллов 7.0 на пробниках IELTS. Таким образом, вот мы подошли к концу нашей подготовки. И, кстати, вот вам еще один лайфхак. Вы можете забронировать экзамен IELTS заранее, даже за 6 месяцев онлайн, и это будет для вас очень большой, мощной, железной мотивацией не бросать это дело. Хочу сказать, что этот план — это не абсолютный, универсальный суперплан, волшебная таблетка, которая будет работать на каждом случае, нет. Вот это поворот! А моей задачей и задачей этого видео было дать вам шаблон, который вы можете уже подстраивать под себя и создать для себя идеальный study routine, чтобы получить тот самый заветный балл на экзамене IELTS. Все книги и ресурсы вы можете найти в телеграм-канале, ссылка на который есть в описании к этому видео. Также я веду TikTok и Instagram страницу, на которой я также выкладываю контент по изучению как IELTS, так и английского языка. Можете также чекнуть их. И увидимся в следующем видео. Bye! Шорткат. Люблю это слово, но не могу выговорить.
Нет, не то. Впервые, также впервые. Вау, я уже 5 минут записываю.